Приветствую на втором уроке обучения по клейке пленкой. Здесь мы будем клеить пленку на переднее крыло, она уже вырезана. Обязательно нужно протереть ее сзади, потому что мы будем прислонять подложкой к элементу, чтобы это все было чисто. Можно использовать тряпочку для маляров. Я прикрепляю пленку на магниты. Вы можете использовать, например, малярный скотч или кусочки пленки, но очень важно ее в самом начале правильно спозиционировать. Теперь я убеждаюсь в том, что у меня пленка хорошо стоит на машине. Также я наклеиваю новый фетр на ракель. Я рекомендую всегда это делать после каждого элемента, желательно, особенно если у вас глянцевая пленка. Фен я держу вот таким образом включенным всегда на первой скорости, чтобы он был горячий, в любой момент можно было его использовать. А обычно удобнее всего клеить именно элемент снизу. Многие, кто просто смотрит видео, говорят, почему снизу, но на самом деле это удобнее, и на практике это понятно. Итак, вот я снимаю частично, наполовину примерно от высоты крыла, может быть на 30%, прикладываю ее снизу в натяжение и начинаю укладывать. Всегда опасайтесь острых углов пленки. Если видите, что острый угол, лучше немножечко оторвать и потом заново приклеить. Также, несмотря на то, что пленка у нас с каналами для вывода воздуха, вот это вот углубление, его следует выгонять снизу вверх и не давать на нем большое натяжение. Если вы наклеите и углубите его при помощи фена, то тогда есть вероятность, что на жаре эта пленка потом поднимется. Вот я таким образом поднимаю пленку постепенно и постепенно заклеиваю. Благодаря этому не попадает лишней пыли, и пленка достаточно удобно ложится на кузов. Пленка клеится виниловая всегда на сухую. Это следует запомнить. Есть некоторые самоучки, ребята, которые клеют на мокрую. Это вообще неправильно. Вся пленка клеится на сухую. Почему не нужно клеить на мокрую? Например, если вы наклеили зимой и машина выехала на мороз, то она может просто лопнуть в первый же час эксплуатации. Вот такими движениями я приклеиваю пленку. Вот видите, там появились некоторые складки. Их нужно устранять натяжением. Здесь сейчас постараюсь локально их устранить, но в конечном итоге приду к тому, что придется хорошенечко это натянуть. Вот видите, здесь уже были моменты острых складок, и только благодаря опыту они уходят. Когда клеишь первый раз, обычно там появляются заломы. Вот как слева, например, но слева у нас не критичный момент. Также там у меня появилась маленькая мусоринка. Если у вас элемент получается очень хорошо, то необходимо убирать все мелкие мусоринки с элемента. Стараться клеить максимально чисто. Также я часто могу использовать палец для разглаживания пленки, потому что его форма очень удобная. Здесь вот эти складочки я грею феном. И вот таким образом я натягиваю, чтобы они распределились более равномерно. Также стоит уделять особо важное внимание температуре в боксе. Температура должна быть от 20 градусов и выше. Если температура будет холоднее, то в таком случае пленка при отклеивании она может просто лопнуть.
Вот здесь вот я пытаюсь каким-то образом выйти из ситуации из-за того, что у меня появились вот эти вот острые края. Но сейчас вы сами увидите вот здесь вот этот край, есть шанс его заломить. Я решил не рисковать и отклеить пленку. У меня образовались вот эти следы, они легко убираются феном. Фен главное держать не так близко, примерно 20 сантиметров, и чувствовать, что пленка начала тянуться у вас. Вот здесь я обратил внимание на мусоринку, на видео не очень видно. Но всегда следует эту мусоринку убирать, потому что наличие мусора под пленкой – это очень плохо. Еще я напомню, говорил об этом в первом уроке, что на этом видео я клею свою личную машину, и, например, некоторые моменты, например, шкуренье кузова, я мог себе позволить, потому что, это моя машина, вы понимаете. Здесь я говорю о том, что мусоринку нужно доставать. Самый действенный метод – это запомнить, где она находится, это очень важно. Потом после этого мы до этого момента отдираем пленку. И обычно просто слюнявится палец и достается эта мусорина, как вот здесь вы видите. То есть это самый простой способ. Но также хочу обратить ваше внимание, что если в боксе, где вы клеите, достаточно пыльно, если, например, там очень много пыли, то когда вы вытаскиваете одну мусоринку, к вам туда может залететь еще 5. То есть в таком случае, если эта мусоринка незначительная, лучше оставить элемент как есть. Потому что обычно получается по опыту еще хуже. Вот здесь я грею пленку, в основном, когда вот эта часть крыла укладывается, мы греем пленку по краям, потому что мы тянем ее именно за счет краев, она у нас растягивается. Пленку матовый хром сильно перетягивать нельзя. Вот здесь у меня с первого раза не особо, как видно, получается, но я клеил эту машину с помощником. И это достаточно удобно, потому что очень часто нужно будет пользоваться еще одной парой рук. Иногда это критически важно для хорошего качества работы. Вот здесь эта деталь уже хорошо получилась. Но за счет того, что вот справа от руки видите такие складочки, если мы проведем снизу вверх или сверху вниз, то у нас будет залом. Если у нас есть складка длинная, то мы ведем вдоль нее. Но здесь вот напарник мне помогает. Мы еще раз прогреваем. И в 4 руки натягиваем. Натяжение уже получается более равномерное. Вот уже прям по красоте получается. Когда мы клеим пленку ракелем, нам нужно всегда соблюдать последовательность действий. Каждый новый раз, когда мы разглаживаем пленку, он должен наполовину перекрывать предыдущий. Тогда у нас не будет пузырей. В пленке с каналами эти оплошности будет легко исправить, но если вы потом будете клеить защитную прозрачную пленку, то это скажется очень сильно на качестве. И, кстати, если вы хотите научиться клеить прозрачную пленку, у меня есть специальный курс в Телеграме, где вы можете задавать вопросы, но это прям для новичков. Я там рассказываю все нюансы. Вот теперь у нас элемент заклеен практически целиком снаружи. Теперь важно нам со всеми краями разобраться, прогладить так, чтобы все края были приклеены к элементу. В этом месте, где я показываю, нужно сделать надрез, потому что если натянуть как есть, будет чрезмерное натяжение пленки. Мы помним, что у нас праймер наклеен, намазан, так скажем, на это крыло. Поэтому у нас есть только один
раз, чтобы приклеить. Если отклеится в этом месте, то действие праймера, оно уже не будет работать. Про праймеры я рассказывал в прошлом видео. Это видео будет в описании, вы можете посмотреть его также, чтобы полностью понять весь процесс от начала. Здесь я загибаю кант крыла. Если машина меняет цвет, например, из черного в белый или наоборот, то необходимо в этом месте больше пленки закладывать, так как при закрытом капоте может быть светиться изначальный цвет машины. Здесь мы отрезаем вдоль двери, то есть я прислоняю лезвие к двери и веду его вниз, чтобы у нас получился ровный рез. Большего нам не нужно. Там обработано все праймером, и это будет очень хорошо держаться. Здесь у меня углубление более большое под стойкой, поэтому туда нужно закладывать больше пленки. И уголочек мы срезаем таким образом, что оставляем примерно 2 мм от угла. Этого будет достаточно. Если мы оставим больше, то в этом месте у нас образуется складка, и на мойке есть риск, что просто выбьет пленку. Вот здесь я прокладываю внутрь. Когда мы клеим крыло, у нас есть доступ туда, когда мы открываем дверь. Здесь также уголок подрезается, как и наверху, примерно 2-3 мм оставляется. И запомните, никогда не нужно лишнего оставлять запаса, потому что это скажется пагубно потом. Вот здесь я также снимаю напряжение, делаю разрез. И в этом месте за счет разреза у пленки будет меньше напряжения, и она не отогнется. Краешки нужно прогревать феном тщательно и проглаживать пальцем. Также есть специальные инструменты для того, чтобы укладывать пленку в таких местах, но, как практика показывает, лучше, чем своими пальцами, этого не сделать. Потому что, когда мы ведем пальцем, мы чувствуем все неровности и то, как пленка там лежит. Сейчас я прогреваю элемент, смотрю на различные дефекты, которые могли появиться. Они обычно уходят после прогрева. Теперь вот здесь я закладываю пленку внутрь, чтобы снаружи не было видно, что там есть какой-то просвет, край. И прям в край крыла я обрезаю. Напомню, там я заклеил все, замазал все праймером. Вот здесь я прям пленочку засовываю глубже, чтобы у нас не было видно вообще, что это пленка. Но, кстати говоря, машина была оформлена после оклейки, и сотрудник ГИБДД, он даже не заметил, что машина в пленке. Вот здесь, в этом месте, на крыле, там обычно есть несколько ступенек. И очень важно пленку не натягивать там, а укладывать именно, чтобы она легла. Потому что это место граничит с моторным отсеком, и там постоянно меняется температура. То нагревается, то охлаждается. И если пленка будет в большом натяжении, в сильном, наклеена, то она в любом случае потом отвалится. Поэтому будьте внимательны, особенно на передних крыльях.
Так как это обучающее видео, я показываю весь процесс максимально подробно. Но если у вас какие-то вопросы остаются, вы можете написать в комментариях. Вот здесь я решил достаточно глубоко завести пленку. Но обычно она клеится вот до первой ступеньки, если при закрытом капоте не видно оригинального цвета машины. Все, здесь я подрезал. Дальше у меня здесь идет в край, я просто прислоняю нож к крылу и веду по нему. Вот в этом месте, где я сейчас режу, каждый мастер делает по-своему, как он хочет. Но вот если я в этих углублениях бы оставил пленку, то есть риск того, что она может потом подняться. Так как пленка китайская, она более толстая, это не литая пленка, то я не давал ей сильных напрягов, чтобы она хорошо держалась. Также нужно очень быть внимательным вот в этом месте, где фара, не вытаскивать лезвие слишком много, потому что есть риск поцарапать фару. Царапание фары — это самая частая проблема всех новичков. Еще, когда вы режете, нужно думать только о том, что вы режете. Никакие посторонние мысли в голове не следует держать. После каждого подреза потом прогревайте феном. Если вы слишком сильно натянули или праймер не работает, то пленка поднимется. Вот здесь я слегка буду натягивать это место. Сильно натягивать здесь вообще нельзя, потому что площадь очень маленькая. И даже если вы на сантиметр всего растянули пленку, то в процентном соотношении это может быть и 500%. Вот здесь вот я тоже прям совсем немножечко ее натягиваю. Помним, что это самое деликатное место на крыле. Вот здесь я также подрезаю, чтобы у меня напряжение было меньше. Также уголочек. Максимум 3 мм оставляем на углу. И вот здесь вот прям легонечко, без особого натяжения, нужно укладывать пленку. Потому что, напомню, бампер у нас постоянно находится в движении по отношению к крылу, независимо от марки машины. И вот здесь мы оставляем тоже примерно 3 мм, не более того. Если вы заклеите до конца, то на скорости за счет вибрации бампера пленку выдавит наружу. Вот здесь, как на видео оклеено, вот таким образом и нужно клеить, не более того. Вот после я также прогреваю, чтобы убедиться, что пленка держится. Теперь я буду подрезать крыло. Первым делом я его в черновую отрезаю, чтобы снизить напряжение пленки при загибе. После я прогреваю пленку и закладываю ее внутрь. Здесь я промазал полностью внутренний кант праймером, и поэтому я буду ее обрезать в самый край. За счет того, что я ее обрезаю в самый край, я не порчу лак на крыле, ну или что там внизу. И даже когда снизу смотришь на машину, не видно, что она в пленке. Так можно делать, только если все в праймере. Также уделите внимание тому, чтобы колесо было чистым. Вот теперь я подрезаю в край крыла.
И когда мы смотрим на это крыло, мы вообще не видим, что оно у нас в пленке. Потому что нет никаких мест, которые выдают оригинальный цвет. Здесь также уголочек я подрезаю, как и все остальные. И, ребят, когда вы выбираете фен для клейки, обязательно смотрите, чтобы он вот устойчиво стоял. Здесь я обрезаю уже по месту. Теперь у нас элемент полностью готов. Единственное, что нам осталось, это подплавить все углы. Для этого используется обычная зажигалка. За счет этого пленка, там где могут быть складки, она заплавляется. Вот мы пальцем ее прижимаем вот таким образом, и она запечатывается так, что после она никуда не денется. Элемент готов. Подписывайтесь на канал. Скоро выйдет следующее видео. Всем пока.